Ближний Восток снова оказался на грани крупного дипломатического перелома. Администрация Дональда Трампа стремительно усиливает свое присутствие в регионе, пытаясь остановить нарастающее недоверие между Израилем и арабскими странами. После месяцев боевых действий и неудачных попыток достичь стабильного перемирия, Вашингтон взял курс на решительные шаги. Цель – не просто сохранить хрупкий мир, а фактически перезапустить всю архитектуру ближневосточного урегулирования под американским контролем. Вице-президент США Джей Ди Венс, прибывший в Израиль для проведения консультаций, передал позицию Вашингтона, согласно которой дальнейшая эскалация противоречит интересам всех сторон. Он призвал израильское руководство дать шанс дипломатии и подчеркнул, что время сейчас работает на тех, кто стремится к компромиссу, а не к силовому решению. По словам Венса, текущая фаза мирного процесса является решающей. Главное – сохранить доверие и не позволить внутренним политическим факторам разрушить хрупкий прогресс, достигнутый в последние месяцы. Он также отметил, что Соединенные Штаты ожидают от Израиля выполнения взятых на себя обязательств, особенно в отношении Газы и Западного берега, где любые односторонние шаги могут привести к международной изоляции. Параллельно Вашингтон активизировал переговоры с ключевыми партнерами в Персидском заливе – Саудовской Аравией, ОАЭ, Кувейтом и Катаром о создании Совета мира для Газы. Этот орган должен координировать международные усилия по восстановлению разрушенной инфраструктуры анклава, контролировать распределение финансовой помощи и выступать площадкой для выработки решений по экономическому и гуманитарному развитию территории. Белый дом видит в этом проекте основу для новой архитектуры региональной стабильности, которая позволит перераспределить ответственность за судьбу Газы между арабскими государствами, Израилем и международным сообществом. На этом фоне Турция вновь активизировала свою роль. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, вернувшись из трехдневного турне по Кувейту, Катару и Оману, заявил, что Израиль продолжает нарушать режим прекращения огня. Он подчеркнул, что международное сообщество, прежде всего Соединенные Штаты, должно прилагать больше усилий для обеспечения выполнения перемирия. Необходимы реальные дипломатические меры давления на Израиль, заявил Эрдоган, добавив, что переговоры о составе и формате оперативной группы по Газе продолжаются, и Анкара готова оказать любую помощь в восстановлении сектора. По словам турецкого лидера, никто не сомневается, что Газу удастся восстановить. При этом Анкара продолжает поставки гуманитарной помощи через Египет. Наш 17-й корабль уже прибыл в Эль-Ариш. Люди в Газе нуждаются во всем из-за бесчеловечной блокады, и мы не прекратим помогать им. Эрдоган добавил, что Израиль должен быть вынужден выполнять свои обещания посредством санкций и приостановки поставок оружия. В рамках американского плана Соединенные Штаты рассматривают возможность развертывания международного контингента в Газе уже в ближайшие месяцы. Его функции должны включать контроль за соблюдением соглашений, обеспечение безопасности гуманитарных коридоров и содействие в реализации инфраструктурных проектов. По данным израильских СМИ, одним из рассматриваемых участников миротворческой миссии может стать Азербайджан, страна, поддерживающая стабильные отношения как с Израилем, так и с рядом арабских государств. Это решение, по мнению аналитиков, позволило бы снизить уровень недоверия между сторонами и укрепить региональную многостороннюю модель урегулирования. Тем временем в Вашингтоне подтвердили, что окончательный состав будущей международной силы по Газе пока не определен. Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал сообщение о том, что Израиль наложил вето на участие турецких военных. Эта сила еще не сформирована, работа продолжается. Многие страны сделали предложения, и среди них должны быть такие, которые устроят Израиль. Я не буду вдаваться в детали, какие страны предложили поддержку и какие были отклонены. Разумеется, каждый участник этой силы должен обладать не только возможностями и решимостью, но и быть приемлемым для всех сторон, включая Израиль. Тем временем, позиция Дональда Трампа по вопросу аннексии Западного берега Иордана остается категоричной. В интервью журналу Time он заявил, что Израиль потеряет всю поддержку Соединенных Штатов, если решится на подобный шаг.
По словам Трампа, американская администрация дала твердые гарантии арабским странам, что территориальный статус Западного берега не будет изменен, и нарушение этих обещаний означало бы подрыв всей структуры доверия, выстроенной за этот период. «Этого не произойдет», — подчеркнул он, «потому что я дал слово арабским странам. Израиль утратит всю поддержку Соединенных Штатов, если попытается аннексировать Западный берег». Заявления американского лидера стали реакцией на голосование в израильском парламенте, где в первом чтении был одобрен законопроект о распространении израильского суверенитета на территорию Западного берега. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию внутри самого Израиля. Часть депутатов рассматривала инициативу как средство давления на Вашингтон, другие — как элемент внутриполитической борьбы. Вице-президент Венс назвал это решение «тупым политическим трюком» и предупредил, что Соединенные Штаты не поддержат шагов, способных сорвать дипломатический процесс. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя эти заявления, подчеркнул, что политика страны не определяется внешними игроками. «Они всегда так говорят, но это не имеет значения. Мы независимое государство», — ответил Нетаньяху на вопрос, диктуют ли Соединенные Штаты политику Израиля. Израильская пресса сообщает, что администрация Трампа рассматривает широкий круг стран для возможного участия в стабилизации Газы, от Азербайджана и Иордании до Египта и Марокко. Однако именно вопрос о роли Турции и Катара вызывает наибольшие противоречия. С одной стороны, обе страны играют важную роль в контактах с Хамас и способны влиять на боевые группировки в секторе. С другой, их участие воспринимается в Израиле как потенциальная угроза. Руководитель ближневосточного отдела государственного телеканала Кан Омри Хаим заявил, что Турцию необходимо при любых обстоятельствах держать вне Газы, поскольку все начинается с гуманитарных миссий и заканчивается поставками оружия. Израильский исследователь Итамар Маркус предупреждает, что Вашингтон рискует переоценить возможности Турции и Катара. По его словам, американцы верят обещаниям, данным за закрытыми дверями, и готовы предоставить этим странам политическую роль в обмен на их содействие в гуманитарных и прочих вопросах. Однако такой шаг, по мнению эксперта, может привести к росту влияния тех же структур, которые годами поддерживали Хамас, и поставить Израиль в крайне уязвимое положение. Маркус подчеркивает, что, стремясь к миру, США фактически позволяют противникам Израиля вернуться в Газу через парадную дверь. Республиканский сенатор Линдси Грэм также выразил скепсис в отношении участия Турции и Катара в будущем устройстве Газы. Он отметил, что, несмотря на их вклад в достижение перемирия, риторика Эрдогана и позиция Дохи вызывают серьезные сомнения относительно их готовности действовать в интересах стабильности. «Я благодарен им за роль в мирном процессе», — заявил Грэм. Но когда речь заходит об Израиле, риторика Анкары была недопустимой. Силы стабилизации должны состоять из тех, кто осознает угрозу, исходящую от Хамас, и способен ей противостоять. Таким образом, формирующийся американский план для Газы представляет собой сложную многоуровневую конструкцию, в которой сочетаются элементы дипломатии, военного сдерживания и экономического восстановления. США пытаются выстроить новый баланс сил, при котором арабские страны будут вовлечены в процесс на правах равноправных партнеров, но без доминирования акторов, вызывающих настороженность у Израиля. При этом вопрос аннексии Западного берега становится тестом на прочность американо-израильских отношений. Трамп дал понять, что дальнейшая поддержка Израиля напрямую зависит от его готовности соблюдать рамки договоренностей. Для Вашингтона это не просто попытка остановить конфликт. Это проверка способности США вернуть себе статус глобального арбитра, способного выстраивать мир на основе дипломатии, а не давления. Но одновременно американская стратегия требует, чтобы все участники, от Израиля до арабских монархий, доверяли именно США как гаранту будущего порядка. Если эта конструкция выдержит испытание временем, мир может стать свидетелем редкого примера успешной дипломатии, где вместо военных операций центральное место займут переговоры, взаимные гарантии и общие экономические проекты. Если же баланс рухнет, регион вновь окажется на грани эскалации конфликта.
с еще более глубоким кризисом доверия между союзниками и окончательным размыванием американского влияния на Ближнем Востоке. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на RegNews, чтобы быть в курсе самых актуальных и важных событий в мире и на Ближнем Востоке.